Центральные СМИ сообщают чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Надежда Георгиевна Бабкина – это не только замечательная певица, но и красивая и статная женщина. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор пользуется большим успехом у мужчин всех возрастов. Один известный винодел сравнил Надежду Бабкину с хорошим вином. Он заявил, что красота Надежды Георгиевны с каждым годом становится все ослепительнее. В одном из интервью Надежда Бабкина заявила, что ее последняя мечта – это встретить надежного мужчину, с кем бы она могла бы провести оставшиеся годы жизни. Волею судьбы и произошло то событие, о котором так давно мечтала Надежда Бабкина. Несколько недель назад на одном из музыкальных конкурсов, в жюри которых находилась известная певица, Надежда Бабкина познакомилась с молодым российским певцом итальянского происхождения по имени Стефано. 22-летний молодой человек сразу покорил Надежду Бабкину своей ослепительной красотой и потрясающими вокальными данными. Отношения молодых людей стали стремительно развиваться. Надежда Бабкина не жалела ничего для своего молодого человека. Только за последние 2 недели она купила ему двухкомнатную квартиру в центре Москвы, 2 дорогие иномарки, оплачивала учебу в московском вузе и спонсировала дорогие путешествия в зарубежные страны. Однако счастливая сказка Надежды Бабкиной оборвалась так же стремительно, как и началась. Чрезвычайное событие произошло накануне в Подмосковье в загородном доме Надежды Георгиевны. По данным прессы, вчера эстрадному певцу по имени Стефано исполнялось 23 года. Надежда Бабкина в день рождения своего любимого человека положила ему на банковский счет 500 миллионов рублей и устроила романтический ужин у себя в особняке. Надежда Бабкина от души постаралась, чтобы порадовать своего молодого человека. Помимо банковского счета, она подарила ему еще один дорогой автомобиль и туристическую поездку в Таиланд на 2 человека на целый месяц. Однако после романтического вечера и близких отношений произошло чрезвычайное событие. Судя по записям видеокамеры, Надежда Бабкина, уже засыпая, услышала, как ее молодой человек с кем-то разговаривает по телефону, и даже уловила суть разговора. Как оказалось, у молодого певца по имени Стефано была девушка, с которой он давно встречался, а Надежда Бабкина была всего лишь источником денежных средств. Услышав разговор молодого человека, в котором Стефано говорил своей девушке, что вместе с ней поедет в Таиланд, Надежда Бабкина не смогла простить обиды. Тело молодого человека, эстрадного певца по имени Стефано, было обнаружено сегодня утром в особняке Надежды Бабкиной. Сама известная певица отсутствовала. На данный момент Надежду Георгиевну разыскивает полиция. Исходя из результатов судебно-медицинской экспертизы, смерть певца Стефано произошла в результате отравления сильнодействующими медицинскими препаратами, которые были добавлены в спиртные напитки. С большой долей вероятности можно утверждать, что в этом деле виновна Надежда Бабкина. Помимо этого, надо отметить, что в последнее время Надежда Бабкина является участником крупных криминальных скандалов. Однако ей всегда остается оставаться на свободе. Комитет Никиты Михалкова предположил, что для этого есть веская причина. Как стало известно, Надежда Бабкина является дальней родственницей начальника службы безопасности товарища Патрушева, который покрывает свою дальнюю родственницу. Ну а буквально несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета. Товарищам Александру Домогарову и Алексею Глызину стало значительно лучше. Они совсем недавно пережили нападение. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.